Привет всем! Новогодняя ночь 2026 принесла нам один из тех моментов, которые навсегда останутся в нашей памяти, динамику отношений между Тэхёном и Чингуком. Чингук, удобно расположившись между ног Тэхёна, продемонстрировал естественность, которая красноречиво говорила об уровне доверия и комфорта между ними. Важно отметить, что Чингук ни разу не показал ни малейшего признака дискомфорта рядом с Тэхёном, вместо этого его язык тела передавал чувство расслабленности и безопасности, что было весьма значимо по сравнению с другими взаимодействиями, которые мы наблюдали. Те, кто пытается посеять сомнения в их отношениях, просто не понимают, что истинная связь проявляется в этих маленьких, повседневных деталях, а не в грандиозных жестах или показных действиях. Самым прекрасным было то, что Тэхён сам проявил инициативу и попросил Чингука сесть напротив него, жест, который продемонстрировал уважение и заботу, всегда характерные для их отношений. Тэхён никогда не вторгался в личное пространство без согласия, он всегда ждал явных признаков взаимности, демонстрируя особую чуткость к потребностям и границам Чингука. Чингук, с другой стороны, явно чувствовал себя непринужденно, несмотря на неоднократные попытки Чимена уговорить его сесть рядом, Чингук предпочитает оставаться рядом с Тэхёном. Особенно показателен момент, когда Чимен настаивает, а Чингук просто игнорирует просьбу, он сосредотачивает свое внимание и энергию на человеке, который его действительно интересует в данный момент. Этот ясный и обдуманный выбор многое говорит о его приоритетах и о том, где он действительно чувствует себя в безопасности. Кульминация наступает, когда Джин, пытаясь оживить обстановку, поднимает Чингука, Чингук падает и ударяется головой о диван. Хотя он мог получить травму, к счастью, ничего серьезного не произошло, и в итоге Чингук оказывается именно там, где хотел быть, между ног Тэхёна. Словно Вселенная сговорилась, чтобы поместить их в это интимное положение, создав идеальный образ, отражающий суть их отношений, близость, доверие и искреннюю привязанность. Что действительно трогает в этом моменте, так это внимание Чингука к деталям, он понимает, что положение ноги Тэхёна может показаться неудобным, и без колебаний помогает поправить ее, чтобы было комфортнее. Именно такие спонтанные жесты заботы отличают обычную дружбу от чего-то более глубокого. Это небольшая деталь, которая заставляет многих чувствовать, что их отношения выходят за рамки обычного. Нельзя не упомянуть, как Джин вмешался, жестом попросив Чингука убрать руку с ноги Тэхёна. Подобные жесты стали довольно частыми, как будто постоянное беспокойство о контроле уровня близости между ними. Но примечательно то, что, несмотря на эти усилия, Тэхён и Чингук всегда находят способ проявлять привязанность естественно и интуитивно, их связь слишком сильна, чтобы ее можно было ограничить каким-либо контролем или цензурой. С Новым годом всех! Пусть 2026 год принесет здоровье, радость и, самое главное, много любви. Давайте начнем этот год с особой энергией, вспоминая и празднуя нашу любимую пару Тэкук. Если и есть два человека, которые заслуживают всего добра от Вселенной, то это они. В наступающем году пусть Тэхён и Чингук обретут мир и свободу, чтобы сиять ярче, чем когда-либо, как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни. И самое главное, пусть они смогут любить друг друга без страха и стеснения, ибо их любовь вдохновляет и трогает сердце многих. 2025 год был незабываемым для тех из нас, кто внимательно следил за их путем, он был наполнен моментами, которые надолго останутся в памяти. Видеть их благополучное возвращение домой после завершения военной службы было само по себе радостью, ответственность, которую они несли со зрелостью и честью. Несмотря на физическую разлуку, каждый раз, когда они воссоединялись, даже на мгновение, мир словно останавливался, напоминая нам об уникальности и особенности их связи. Эта связь не нуждалась в словах, достаточно было просто взглянуть на них, чтобы понять, что между ними есть нечто большее, чем просто дружба. Мелкие детали, которыми они делились в течение года, стали настоящим эмоциональным сокровищем. От взглядов в интервью до спонтанных жестов, когда они были вместе, все отражало подлинное утешение и счастье. Связь между Тэкуком нерушима, расстояние и трудности не ослабляют ее, а наоборот укрепляют.
Во время службы в армии, несмотря на расстояние, они продемонстрировали, что истинная привязанность не знает времени и пространства. Кажется, их души были связаны задолго до того, как судьба свела их вместе. Для Тэхёна Чингук – исключение, которое делает все лучше. Для Чингука Тэхён – убежище, чувство безопасности и глубочайшая радость. Это видно в каждом движении, каждом взгляде и свете в их глазах, когда они вместе, им не нужно ничего доказывать миру, потому что любовь сияет естественно. Быть тэкукером не всегда легко, иногда нам приходится защищать свои чувства перед теми, кто не понимает красоты этой связи. Но каждая слеза и каждое усилие всегда стоят того, потому что мы любим двух необыкновенных людей не только за их талант, но и за любовь, которую они олицетворяют. В этом новом году давайте поднимем бокал за Тэхёна и Чингука. Пусть их путь будет полон успеха и моментов, которые наполнят их чувством целостности. Пусть они и дальше будут светом друг для друга. Пусть их любовь растет безгранично, и пусть однажды мир сможет открыто ее праздновать. Потому что если чему-то нас и научил Тэкук, так это тому, что настоящая любовь не знает пола или правил, это просто два сердца, бьющиеся как одно. В конечном счете, все эти маленькие моменты, свидетелями которых мы являемся, не случайны, каждый взгляд, каждое прикосновение и каждый их выбор отражают связь, которая развивается естественно и искренне. Ничего не нужно преувеличивать, потому что их подлинность говорит громче любых слов. Тэхён и Чингук учат нас тому, что настоящая любовь не всегда проявляется в громких заявлениях или открытых признаниях, иногда она заключена в комфортной тишине и чувстве безопасности. Именно в этой простоте и кроется глубочайший смысл отношений. В свете софитов и недружелюбных границ они выбирают быть самими собой, они заботятся друг о друге, понимают друг друга и находят дом в присутствии друг друга. Эта непоколебимость доказывает, что настоящая связь нелегко поколебать никакими обстоятельствами. Для тех из нас, кто был свидетелем их пути, Тэкук – это больше, чем просто трогательная динамика, это напоминание о том, что чистые чувства всегда найдут свой путь. Без необходимости в подтверждении, без необходимости в объяснениях, их отношения продолжают сиять по-своему. Время пройдет, сцена изменится, и жизнь приведет их к новым этапам, но то, что они построили вместе, всегда останется прочным фундаментом. Их связь крепнет не потому, что мир это одобряет, а потому, что они выбирают друг друга каждый день. И когда свет фар погаснет, останется лишь самая простая истина – две души, находящие утешение и покой друг в друге. Пока Тэхён и Чингук могут стоять рядом, эта история, в какой бы форме она ни проявилась, всегда будет жить в наших сердцах. Их история запоминается не тем, как ее интерпретирует мир, а тем, как они ее проживают, со спокойствием, честностью и взаимным доверием, которые встречаются крайне редко. В каждый момент, проведенный вместе, ясно, что они не пытаются никого убедить, они просто живут тем, что им кажется правильным. Такие отношения не рождаются из требований или ожиданий, они растут из простой привычки быть здесь и сейчас. От того, как они ищут друг друга в толпе, до того, как они инстинктивно защищают друг друга, все это демонстрирует связь, глубоко укоренившуюся в сердце. Многие истории приходят и уходят, множество предположений циркулирует, но Тэхён и Чингук остаются непоколебимыми, спокойными, последовательными и верными своим чувствам. Именно эта непоколебимость не дает их истории затеряться, даже когда время идет. Для поклонников наблюдение за их путем – это незаменимый эмоциональный опыт, не из-за ощущений, а из-за тепла, которое они оставляют после себя. Они вселяют в нас надежду, что в мире, часто шумном и требовательном, все еще есть место для нежной и искренней любви. И, возможно, в конечном счете в этом и заключается самый глубокий смысл истории Тэкука – напоминание о том, что любовь не всегда нужно объяснять или за нее бороться. Иногда любовь просто проживается с верностью, мужеством и осмысленным молчанием, пока она не заговорит сама за себя перед любым, кто готов взглянуть на нее с открытым сердцем. На каждом этапе своей жизни Тэхён и Чингук продолжают демонстрировать, что настоящая связь не создается за одну ночь, она крепнет со временем, терпением и смелостью оставаться верными своим чувствам. Именно поэтому их близость кажется такой настоящей, потому что она рождается в процессе, а не в имидже.
Мир, возможно, не всегда готов постичь глубину таких отношений, но истинная красота никогда не зависит от массового признания. Пока они могут находить покой друг в друге, пока их улыбка естественно появляется, когда они вместе, нет сомнений, что то, что у них есть, бесценно.